Здравствуйте, дорогие зрители, это автомобили времен СССР против иномарок. Гонка на 402 метра. Посмотрим, кто эффективнее, быстрее. Увидим, дошел ли прогресс на Западе хотя бы до уровня советского автопрома. Захар, расскажи, пожалуйста, что это за Тесла? Это Tesla Model 3, полноприводная была, а мы из нее сделали перформанс. Да, довольно глубокий и детальный анализ проведенных работ. Спасибо. Фальстарт у Волги. Но у нее западает педаль газа. Там потом говорили, ее каждый раз отжимают монтировкой. Автомобиль буквально разваливается на ходу. Так, ну пока Тесловед ведет. 450 лошадиных сил, но у Волги 600. Господи, что же это произошло? Нужен комментарий специалиста. Волга таки объехала Теслу. Вы знаете, нужно перепроверить. Второй раунд, пожалуйста. Как же быстро Волга стартует, дорогие зрители, вы видели это? Просто жесть, вы видели это. И увидите сегодня еще больше и круче. Смотрим далее. Еще один раунд против Теслы. Какой-то дяденька пытается перейти дорогу. Страшно. Но Тесла как будто стартовала побыстрее. Но водитель Волги внезапно обнаруживает, что педаль газа, оказывается, вжимается глубже. Срочный анализ. Что произошло? Ага. Волжанка вцепилась. Ага. Так что там, дезинфектор, как обычно, заливаем, да? Против коронавируса первая вещь. Спирт. Ауди. Красная. Помытая. Витина. Витя, рубанешь с Волгой? Да, конечно. Это ж наш советский элитный престижный Мне автомобиль. уже страшно. Она быстрая, да? Да, ну так нормально едет. Волга заднеприводная. Ну да, народные умельцы парились с ней долго. Как мне сообщили, напильниками доработали до 600 лошадиных сил. В Ауди пока что кобыл покатали поменьше, на 200 лошадей. Даже на прямой дороге приходится подруливать постоянно. Иначе вроде как отвалятся колеса. ТТС повержена. Ну конечно, по старой памяти немца-то нагнуть. Германия шлет подкрепление. BMW X6. Белую, правда. Сколько сил примерно там? Ну, думаю, 400, ну, около 500, 460 будет. У вас восьмерочка, лошадиных сил, ну где-то 100, или ну где-то 300, 200 лошадиных сил. Сейчас проверим его «Жигули» в деле. Сейчас кое-что выгружу с багажника и будем ехать. Трупы, что ли? Слушай, «Жигули», смотришь за ней? Да. Не очень смотрю, как Жигули. Ага. Ну-ка. Удочку я вижу линолеум. Да, хорошая удочка. О, это у нас, да, старый. Да, и правда, завернул. Ремонт затеял. Да. Восьмерка с макияжем в стиле готичный эмо. Смотрите, сейчас заплачет. Ну, понятно, все ясно. А, забыл передачу переключить! Вот начинает обгонять, но дистанции, наверное, уже не хватит. Роковая ошибка. Задумался, все ли ковры скинул в реку. Так, ну белый немец, понятно. А если черный? По слухам, он может бежать значительно быстрее. Мы нашли гелик АМГшный V8 дизельный на 2 турбинах. Тачка на чипе, в ней 300 сил плюс. Плюс что? Мы так и не узнаем. Врывается дерзкий москвич и перебивает все. Да, видно, что из Москвы. Кто круче, москвич или Гелендваген? Гелик. От чего? Ну что, он черный, брутальный. А москвич, значит, не брутальный. Ну, важнее, конечно, то, что внутри. А при советской власти строили на века. На минуточку. А вот эта мода у немцев на запланированное устаревание изделий. Они сейчас и на полпути развалиться могут. О, не, ну это АЗЛК. Извините. Все уже куда-то. Гелендваген на полпути решил сдаться и просто покинул поле боя. Что, вы не рассчитали свои силы? Да вот так по приколу уже, куда? Дядя Вова, водитель москвича, обогнал немца. Можем повторить его, спросили? Да, можем, конечно. Что интересно, у москвича родной турбированный мотор против современного премиум-класса. Какие ставки? Сможет ли дядя Вова на своем москвиче объехать Кайен, ребят? Да не просто Кайен, а это Кайен Турбо. Машина 7-го года, объем 4,8, 500 лошадиных сил. Ну, на немецких лошадей дядя Вова, наверное, уже насмотрелся на VHS еще. Интереса мало. А вот инженерные процессы... Внучок, смотри, отпускай ручник! О! Вторая дяди Вовы! Жесть, ребята! Москвич уезжает просто в космос! Видимо, в городе он ездит только на первый, и нормально. Что бы себе купил, москвич или Кайен? Кайен.
москвич, конечно, только москвич. Ну, дедушке понравилось подкалывать молодежь. Можно еще разок. Причем ребята на Порше думают, что у них есть еще один шанс. Но дядя Вова говорит, ладно, верьте во что хотите, только не ревите. Нормально, нормально. Ох, дядя Вова, попал в коробку. Пошел. Что же у него в баке залито такое? Жесть, ребята. Да, похоже на то. Расплавил и залил. На, подождите, такси кто-то заказал. Ну, вроде рано еще, впереди много интересного. Привет, парни. Гонки здесь проводят? Да, привет, здесь гоняют. Ты что, хочешь погонять? Да можно раз катнуть. Но если автомобиль едет быстрее, можно выполнить больше заказов. Так как в такси в основном они короткие, дистанция 402 метра как раз. Молодой человек с мустангом может реально недооценить оппонента. А, у него воздух подворовывают. Ну да, таксисты экономят везде. Но тем самым растет маржа бизнеса. Это азы экономики. А вот мустанг 5-литровый не совсем экономный. То есть должен быть, по идее, мощнее, да? Ну, знаете, я бы не стал недооценивать профессионалов из Тольятти. Там чувствуется сборка на острие ножа, на разрыв аорты. Вон там мустанг что-то показался, надо добавить. Добавляем. Ну, видно, машина сделана еще до Рено. Так, внимание, дорогие зрители, Паше нужна помощь. Ребята, что я только что увидел? Видео резко обрывается. Дорогие друзья, помогите, пожалуйста, Паше в комментариях понять, что же он увидел. Мустанг захотел попробовать еще раз. Ну, против такого выжившего карбюратора... Ну, попробуй, конечно. Ну, чтобы ему обидно не было, восьмерка немножко дает ему. Ну, правильно, деликатно поступает, чтобы мустангист все-таки, ну, не так сильно обиделся. Паша, тебе слово. Жесть, ребята. Что творит эта восьмерка? Я просто в шоке. Спросим у водителя мустанга, что он думает вообще об этих двух заездах. Так, синий приехал. Попробовать себя против восьмерки. Форма аэродинамическая. Есть колеса. Смотрим, кто за рулем. А, пустая. Ну так даже легче. Туапсе. Или что там написано? Минут сжигать с восьмеркой на переднем приводе. На переднем? На переднем приводе, да. Я думал, на заднем. Напомни, пожалуйста, что за Тайкан какого года, сколько сил? Заявлено, что у него 480 сил, если ехать ходом, и 580, если ехать с лончиком. А вы, дорогие друзья, обратили внимание на воду, что у него в салоне стояла посередине? Вот, видите? Намочил асфальт перед гонкой. Он хитер. Знал, что восьмерка поедет восьмеркой на влажном покрытии. Ну, посмотрим, как повлияет. Видно, водитель там не глупый. Мустанг ему, видимо, нажаловался. Дескать, зачем мы все эти дорогие машины тут покупаем, когда восьмерка нас обгоняет, а? Ну вот, видно, мокрая резина проскальзывает. А вот начинает подсыхать уже. Но хватит ли дистанции? Немного не хватило. Ну ладно, Тайкан, этот раунд за тобой. Ого, зеленый ВАЗ. Шестеркой назвать даже язык как-то не поворачивается. Это властелин дорог. Нагибатор. Зачем ты приехал на 100 километров? Для каких целей? Пару копеек насобирал, купил. Хочу приехать мажорчиков поунижать. Проверить, что этот конь боевой вообще может. В Тайкане, видимо, вода кончилась, он куда-то пропал. Против восьмерки еще рискнул, а вот против нагибатора выходит самый храбрый. Мустанг Экобуст на 300 лошадей. Есть шансы объехать Жигу? Есть шансы? Он бы тоже мог покраситься в ярко-желтый, вызывающий. Может, пару полосок еще нанести, да? Но он знает, что и так видно, кто здесь крутой. Заезд ходом будет. С толкача, видимо, заводится Мустанг. Раз, два, три. Какая грация, а? Какая эстетика в корпусе. Жесть, что творит этот ВАЗ? Просто какой-то космос. Продолжает уезжать, Вова. Сбрасывай. А у него тормоза вообще работают, нет? О, ну это все, это бескомпромиссная элита. Черная Волга, которая когда-то была сделана в СССР. Против Лексуса. Ну да, Lexus, конечно, вроде бы и ничего. Но это же не Волга. Lexus NX 17 год, 2-литровая турбина, 240 лошадей. Видно, конечно, как водителю было неловко рассказывать, стоя рядом с такой вот легендой. Волга пока что впереди, продолжает уезжать. Слышно аж, как Паша захлебывается слюной, глядя на эту красавицу. Жесть. А вот здесь уже шанс есть против этой Волги. Тоже классика. Есть колеса. BMW E39.
Так, мужики, здорово. Здорово. Тут сигарету забыли. Что у вас за тачка? Да, 339. А вот эта заявка. Вот эта уверенность в себе, я не стал ничего объяснять. Е39 говорит само за себя. Задние покрышки только забыли побрить. Но пока вот время есть. Единственное, конечно, что опять немец против советского. Они могут вначале, как обычно, выигрывать, но потом ситуация может развернуться очень круто. Да, на тяге немного пердящий, но результаты выдавящий. Выдавящий. Вообще будто без усилий. И самое главное сегодня. Жемчужина коллекции. Запорожец Жора. Мотор, правда, от Жигуля. На горыхе, что ли? Да, я думаю, это будет легко. Давай, краба, погнали на старт. Против него не забоялась выехать только Honda Accord. Это серьезная заявка. Паша, расскажи, пожалуйста, поподробнее о ней. Машина имеет двигатель 2 литра, мощность 156 лошадиных сил. Единственный сегодня автомобиль, заезжающий на линию старта задом. Жора везде ездит задом. Вперед он ездит, только оставляя за собой выжженную землю. Это термонуклеарный заряд. Прототип гиперлупа от Маска. Мечта Джеймса Бонда, но ему нельзя из-за политики. Первый раунд. Запорожец Жора против Honda Accord. Поехали! Паш, только не матерись, главное. Ну, наконец-то, хоть один автомобиль сегодня, который более-менее быстро едет. Причина такого хорошего старта, то что он заднемоторный и все-таки очень легкий. Ну что ж, дорогие зрители, мы надеемся, вам понравилось это видео. Сегодня мы увидели, что все новое иногда бывает значительно хуже старого. Мы желаем вам добра, любви, здоровья и процветания. Спасибо вам за внимание. До свидания.